Аменда, CNBC. После 24 февраля многие страны санкционировали Россию. Как вы думаете, западные санкции работают, и может ли Россия выстоять в условиях давления? Ну, я помню еще Барак Обама в 2010, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит разорванная в клочья. Ну, если такое желание и есть, оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, ну, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя и на тех, кто является договороспособным. На тех, кто лжет, кто постоянно обманывает других и пытается заполучить себе односторонние преимущества нелегитимные, больше полагаться мы не будем. Мы уже говорили, что если... Сейчас некоторые западные компании, которых выгнали из России, их правительство, и которые послушались, пытаются возвращаться. Ну вот, наше правительство комментировало эту ситуацию. Мы не очень уверены, что надо обязательно решать сразу этот вопрос. Пусть освободившиеся ниши занимают наш бизнес. Мы будем развивать свою экономику через освоение материальных благ, которые нам история и Господь Бог дал в этом мире, а не через какие-то виртуальные услуги или искусственное доминирование того же доллара и зависимость от этого доллара. Кстати, то, что американцы запустили процесс дедоларизации, и что этот процесс уже сейчас с большой тревогой анализируется, в том числе и местными в США политологами и экономистами, это факт. Если я правильно помню, за год доля доллара в мировых расчетах упала с 55% до 47%. 8% за год это существенно. И переходы к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, переход к выработке цифровых валют, он уже неостановим. И что дальше будет с международной валютной финансовой системой, в том числе с Международным валютным фондом, например, со Всемирным банком, это очень большой вопрос. Процесс запущен. Американцы доказали, что они говорили неправду, когда долгие десятилетия, еще после отмены Никсоном золотого стандарта, они всем говорили: доллар, не волнуйтесь, даже без золотого обеспечения, это доллар не наш, это доллар наш общий. Это общемировая валюта, она будет обеспечивать бесперебойное, гладкое функционирование всех механизмов мировой экономики и так далее. Сейчас они доказали, что они с легкостью, в мгновение, по мгновению по какой-то волшебной палочке, никому невидимой, отказались от всех тех устоев, которые они продвигали в качестве основ мировой экономики. Это и честная конкуренция, это и священность собственности, отказ от использования односторонних протекционистских мер и многое другое. Это все то, на чем они основывали модель глобализации, которую, по большому счету, весь мир воспринял и стал в этой модели уже свои планы и выстраивать, и реализовывать. Какая сейчас глобализация уже не имеет никакой перспективы в том виде, в котором она была. Идет фрагментация мировой экономики, идет деглобализация и регионализация. И эти процессы, в том числе, мы ощущаем и активно в них участвуем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, соглашения между Евразийским экономическим союзом и Китаем, ну и в рамках БРИКС, где президент Лула, о котором сегодня вот вспоминали, заинтересован в том, чтобы подготовить к ближайшему саммиту, который будет летом, подготовить аналитический материал о том, как не зависеть от капризов тех, кто до сих пор руководил международной валютно-финансовой системой. Санкции против России действительно такие, которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить. Но это для нас вопрос решенный. Мы
имеем все возможности для того, чтобы не зависеть от такого рода поведения, доказавших свою полную недоговороспособность западных коллег. Санкции сейчас, вот я слышал, запрещают в Китай полупроводники продавать, и при этом параллельно требуют от Южной Кореи, чтобы она не замещала выпавшие поставки полупроводников из Европы и из США своими поставками. Идет подготовка к новому раунду войны за мировое господство, вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство. Наверное, это может замедлить естественный процесс формирования многополярного миропорядка, но ненадолго. В историческом плане я уверен, что так не будет. Но вот все эти претензии на то, что, как сказал Боррель, райский сад, под которым он понимает Запад, окружен джунглями, это, помимо того, что это расизм и нацизм, это отражение той самой философии, которая вредна всему человечеству, в том числе самим носителям этой философии. Вдруг президент Макрон после визита в Пекин, если мы про Китай говорим, сказал, что у Европы должна быть самостоятельность, что быть союзниками Соединенных Штатов совсем не обязательно следовать воле Соединенных Штатов по любому вопросу. И упомянул Тайвань, что это не европейская тема. Тут же, после того, как Макрон это заявил, Боррель, буквально вчера, по-моему, выступил с инициативой о том, чтобы Евросоюз направил свои военно-морские силы в Тайваньский пролив. Что это означает? Это означает, что в Европе либо те, кто поддерживает логику Борреля, они уже совсем потеряли всякую самостоятельность и только интересами США руководствуются, либо они там еще не договорились, какая у них будет единая позиция. Я далеко ушел от вашего вопроса, но в принципе, конечно, многополярный мир, он объективно формируется, и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация, я не знаю. Многие говорили, в том числе вчера на заседании, о том, что группа 20 может стать прообразом какого-то механизма управления. Я считаю, что все-таки лучше опираться на устав ООН при понимании, что для отражения новых тенденций, новых реалий нужно будет провести реформу Совета Безопасности. Может быть, в итоге это будет примерно что-то по составу, вроде двадцатки или напоминающее членство в группе 20. Но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная глубокая недопредставленность стран Азии, Африки, Латинской Америки.